Всем доброго утра, хорошего дня и уютного теплого вечера. Я Надежда, и вы на моем канале, который называется Надежда Жилова. Сегодня я к вам со свитером горловина гольф. На моем любимом сайте Pinterest я нашла вот такой узор. Ссылочку на схему я вам оставлю под видео в описании. И решила связать себе такой свитер. Вязала я его из Alize Lana Gold Fine. 390 метров в 100 граммах. Спицы я использовала для всех резинок 2,75. А основное тело я вязала спицами 3,25. Провязав горловину, я сделала ложную кетлевку. И оформила ее такой горизонтальной цепочкой. Там я вам все покажу, все расскажу. Потом дальше вязала узор. Узор я не буду вязать на видео, потому что у меня есть видео с этим узором, когда я пробовала его как вязать. То же самое под видео будет ссылка. Если вы не поймете по схеме, посмотрите видео. Итак, вязала я реглан. Рукава вязала методом Magic Loop. Вот мои подрезы. Дырочек нет, я вам покажу, как я от них избавлялась. Петли подрезов я закрывала через ряд, то есть убавляла, делала убавки через ряд в каждом втором ряду. Петли на рукаве в каждом шестом ряду. Резинку опять-таки я вязала спицами 2,75. Потом перешла, резинка у меня 2 на 2, потом я перешла на резинку 1 на 1, провязала 4 ряда полой резинкой и закрыла петли спицами. Это я вам тоже покажу. В общем, в принципе, я очень подробно не буду ничего снимать, потому что как вязать петли все знают. Просто так некоторые моменты покажу и объясню, как я это делала. Если вам интересно, если вас заинтересовал такой свитер, посмотрите, как я его вязала. Сейчас вы увидите фото на манекене и оцените, стоит ли вам такой вязать или нет. Приглашаю посмотреть. Я связала образец. Рассчитала количество петель в 1 сантиметре, 2,5 петли. Потом в 5 сантиметрах 12,5. Потом немножко растянула и опять посчитала 1 сантиметр 2 петли и 5 сантиметров 11. Естественно, рассчитала, сколько петель получается для того, чтобы связать, начинать вязать горловину. А горловину я рассчитываю следующим образом. Вот у меня объем головы 57 сантиметров, вернее охват головы 57 сантиметров, охват шеи 37 сантиметров, 57 плюс 37 получается 94. Я делю пополам, потому что я 2 размера сложила. У меня получается 47 сантиметров. Для чего это я делаю? Я выбираю среднее значение, чтобы у меня прошла нормально голова в горловину, и потом эта горловинка не слишком широко сидела на шее. Затем я складываю все 4 размера, которые я получила, из 1 сантиметр, 5 сантиметров. Это в обычном виде, в спокойном. Потом в растянутом виде тоже те же самые параметры. Разделила на 4, у меня получилось 108 петель. И вот как раз эти 108 петель мне надо набрать. Дальше я набираю петли. Набираю половину количества петель, которые мне нужны для горловины, на спицы
2,75, то есть тоньше основных спиц. Вот я так завяжу. Вот вспомогательная нить, вот моя нить основная. И при помощи вспомогательной нити я буду набирать петли. Беру спицы. И таким образом, как обычно, мы набираем петли, только у меня есть вспомогательная нить и есть основная. А принцип тот же. Набираю 54 петли, поскольку по моим расчетам мне надо 108 петель, я наберу 54. Итак, я набрала 54 петли. Вспомогательную нить отрезаю. Если вы будете ее в дальнейшем использовать, вам ее жалко портить, можете не отрезать. Но с ней неудобно вязать, поэтому она будет путаться. Тут не такой большой кончик, его можно и обрезать. Теперь распределяю петли на спицы, вытягиваю петлю. Буду вязать при помощи петли Magic Loop. Вот, распределила. Естественно, надо распределить так петли, чтобы они у меня не перекрутились. Вот они у меня. Такое немножко неправильно распределила. Эту надо половинку вытянуть, эту немножко убрать. Вот. Вязать я буду начинать с этой, потому что тут у меня кончик рабочей нити. И начинаю вязать. Поплотнее подвигаю спицы друг к другу, чтобы не было слишком слабо. Один накид, одна лицевая, один накид, одна лицевая. То есть я удваиваю петли. Я набрала 54 петли, мне надо 108. По моим расчетам, для плотненького воротника гольф надо 108 петель. Так, накид, лицевая, накид, лицевая до конца ряда. И начинаю провязывать первый ряд полурезинки. Лицевую петлю я снимаю, а накид я провязываю как изнаночный. Лицевую петлю снимаю, нить за работой, накид провязываю изнаночным. Лицевая нить за работой, изнаночной провязываю накид. Провязала я первый ряд полурезинки, начинаю второй ряд. Снимаю изнаночную петлю, нить перед работой, провязываю лицевую. Изнаночную снимаю, нить перед работой, лицевую провязываю. Изнаночную снимаю, нить перед работой, лицевую провязываю. И так до конца. Третий ряд полурезинки. Провязываю изнаночную. Ну, кто вязал хоть раз полурезинку, тот знает, как она вяжется. Лицевую снимаю, нить за работой. Провязываю изнаночную, лицевую снимаю, нить за работой. И так до конца ряда. И четвертый ряд полурезинки, последний для меня. Я больше не буду вязать полурезинку. Я хочу сказать, что на нитках более толстых, которых толщина нити меньше 300, я вяжу 2 ряда полурезинки. На более тонких нитках, на 300 и более метров в 100 граммах, я вяжу 4 ряда. Теперь последний ряд полурезинки я снимаю изнаночную петлю, а лицевую провязываю. Изнаночную снимаю, нить перед работой, лицевую провязываю. И так до конца ряда. Провязала я последний ряд, четвертый ряд полой резинки. Теперь я освобожу край от вспомогательной ниточки. Тогда будет
более свободно вязать, поскольку она очень стягивает. Так, я ее буду просто резать, а потом убирать. Так аккуратно, чтобы не повредить основную нить. Сейчас я уберу ее, потом покажу. По мере того, как я убираю вспомогательную нить, у меня появляются такие петли. Это петли первого наборного края, когда я набирала петли вместе со вспомогательной нитью. Вот я освободила последнюю. Вот у нас кончик. Я обрежу этот узелок, потому что он будет мешать. И теперь возвращаюсь к концу вязания, где мы вязали последние петли. И тут находим самую последнюю петлю. Вот она. Я ее подтягиваю и начинаю вытягивать нить. Вот таким образом. Все, я ее вытянула. Теперь наборный край у нас немножко выровнялся. Вот он получился более свободный. Теперь я буду набирать, вернее набирать, а провязывать резинку. Из резинки 1 на 1 буду делать резинку 2 на 2. Если продолжать вязать резинкой 1 на 1, то ничего делать не надо. Но я хочу сделать горловину резинкой 2 на 2. Для этого я буду провязывать следующим образом. Вот у меня последняя петля на левой спице, вернее на правой спице, лицевая. Первая петля на левой спице изнаночная. Мне надо, чтобы у меня была здесь лицевая петля. То есть поменять изнаночную петлю с лицевой местами. Можно снять и переодеть. Я всегда делаю таким образом. Сначала провязываю вторую петлю, то есть петлю лицевую, не снимая со спицы. Затем провязываю изнаночную петлю. И уже у меня получается 2 петли подряд лицевые. Вот, все. Лицевая оказалась возле лицевой, изнаночная возле следующей изнаночной. Вот у меня следующая изнаночная. Я ее провязываю изнаночной. Потом провязываю следующую лицевой. И опять у меня изнаночная, следующая лицевая. Поднимаю петельку, провязываю лицевой, а затем провязываю изнаночную. И так весь ряд до тех пор, пока я провяжу все петли, и у меня получится резинка 2 на 2. Итак, у меня теперь на горловине получается резинка 2 на 2. Я все петли перевела на резинку 2 на 2. И начинаю вязать горловину спицами 3,25. Ввожу в работу спицы 3,25. То есть обычным способом начинаю провязывать резинку 2 на 2, но уже большим размером спиц. И буду вязать горловину на нужную мне высоту. Отвязала я 20 сантиметров горловины. Напоминаю, что это у меня горловина гольф. Теперь я хочу перейти на ложную кетлевку. Что для этого надо? Я начинаю удваивать петли. Накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид,
1 лицевая. И так по кругу, пока я замкну вязание. У меня было на спицах 108 петель. Теперь у меня 216 петель. И я начинаю вязать полурезинку. Это получается у меня ложная кетлевка полой резинкой. Для чего это делается? Полая резинка не дает полотну растягиваться. И тогда у нас будет более аккуратный переход от горловины уже к телу изделия. Провязала я 1 сантиметр кетлевки ложной. Теперь мне надо вернуться к исходному количеству петель. Перед тем, как я начинала вязать кетлевку, я петли удвоила. Теперь мне надо вернуться к исходному количеству петель. Разворачиваю 2 петли. Вот у меня лицевая, вот она изнаночная. Я их разворачиваю и провязываю 2 вместе. Теперь предыдущую лицевую петлю я уже 1 раз так провязала, я уже пробовала, как это провязывать, я уже провязала. Возвращаю, вернее не возвращаю, а меняю местами с полученной только что петлей. Вот таким образом. Эту петлю надеваю на левую спицу, эту на правую. И опять провязываю эту петлю. 1 раз она уже была у нас провязана. Следующее. Лицевая, изнаночная. Разворачиваю. Провязываю вместе лицевой. Меняю местами петли. Немножко неудобно, туговато. Опять я меняю местами петли. Вот ту петлю, которую я уже 1 раз поменяла местами с петлями. Теперь я ее опять подхватываю, возвращаю на левую спицу и опять провязываю. То есть она провязывается у меня дважды. Видите, уже получается у меня косичка. Следующие 2 петли. Лицевая, изнаночная. Разворачиваю, провязываю лицевой вместе, подхватываю петлю, которую перед только что провязанными петлями, надеваю на левую спицу, меняю их местами и опять провязываю. Вот косичка у меня начинает нарастать. Следующие 2 петли. Лицевая, изнаночная. Меняю местами, провязываю лицевой. То есть одна и та же петля у нас теперь будет все время перемещаться, и мы ее будем провязывать. И таким образом получится косичка. Меняю местами 2 петли. Поменяла. Провязываю петельку. Следующие 2 петли переворачиваю, провязываю лицевой вместе, меняю местами петли. Ну, это надо приловчиться. Перед камерой оно как-то сложновато. Вы будете вязать в спокойной обстановке, и у вас все получится. Опять у меня косичка получается. И так по кругу, пока я не дойду до последних петель. Круг завершен, но здесь у меня образовался такой разрыв между петлями, расстояние. Поэтому я ту петлю, которую только что поменяла местами с провязанной, не буду провязывать, я скинула то, что я провязала, поднимаю петлю снизу, возвращаю петлю на левую спицу и провязываю 2 петли вместе.
Все, круг замкнулся, разрыва никакого нет. Так будет красивее. После того, как я закончила вязать горловину и ложную петлевку, у меня 108 петель на спицах. Мне надо разделить для дальнейшего вязания на спинку, вперед, рукава. Для регланных линий я выделила по одной петле. У меня получилось 104 петли. Потом 104 я разделила на 3, то есть на спинку вперед и на 2 рукава. У меня получилось 34 петли, и 2 петли у меня осталось не задействования, а в остатке. 34 петли на 2 получается на рукава по 17, ну, естественно, на спинку и вперед по 34. Я решила, что на рукава я выделю по 16, значит, у меня получится 4 петли в остатке, а на спинку и вперед по 34. То есть к 34 я прибавлю 2 петли, которые остались в остатке, и по одной петле, вернее, по одной петле из остатка наперед и на спинку получается 35, и по одной петле я заберу с рукавов. Наперед и на спинку получилось 36. Теперь я решила, что буду вязать росток на 4 разворотах на рукаве, на одном и на втором. Значит, от 36 петель спинки я отнимаю 4, получается 32 петли остается, и 4 петли я прибавляю к петлям переда. У меня получается 40 петель. Все, разделила. И я уже должна вам сказать, провязала росток. Росток я вязала укороченными рядами немецким способом. И теперь я хочу разделить петли переда для того, чтобы начинать вязать узор. Схему вы сейчас увидите. Вот я выделила 2 центральные петли, и теперь по схеме я рассчитаю в одну сторону петли для того, чтобы начинать уже вязать узор, и во вторую сторону. То есть это у меня середина раппорта. В середине раппорта у меня 2 изнаночные петли. Вот они будут провязаны изнаночные. А начиная от регланной линии я уже начну вязать узор. Как вяжется этот узор? У меня есть на канале видео. Я пробовала вязать, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть. Понравится мне или не понравится, вы можете посмотреть. Либо, если вы хорошо разбираетесь в схемах, вы можете вязать по схеме, если решите вязать этот узор. А я начинаю. Показывать, как вязать узор я не буду забирать ваше время, потому что будет сильно длинное видео. Тем более, что я уже вязала на камеру узор, там все понятно. Когда довяжу до того момента, когда мне надо будет отделять рукава от тела, я потом к вам вернусь, покажу, что я буду. Как я обещала, вернулась к вам в тот момент, когда мне надо уже отсоединять рукава от тела свитера. То есть я довязалась до такой степени, что у меня уже достаточно петель, и длина реглана у меня 28 сантиметров. После предварительных расчетов по плотности, сколько мне надо петель для моего размера Золушки 52-54, у меня получилось 260 петель. Теперь мне надо высчитать, сколько петель мне надо для подрезов.
Подрез обычно составляет для двух, вернее, количество петель для двух подрезов составляет 8% от общего количества тела. То есть, если мне надо 260 петель для тела моего свитера, я умножаю на 0,8. То есть, если вспомнить наше школьное детство, это значит 260 умножить на 8 и разделить на 100. У меня получилось 20 петель и 8 десятых. Ну, я округлила до 20. То есть на каждый подрез у меня пойдет по 10 петель. Сейчас у меня на спицах 240 петель. Плюс еще эти, вернее, не полностью на спицах, а именно вот спинка и вперед у меня сейчас составляет 240 петель. Рукава я не учитываю в это количество петель. Значит, и плюс еще 20 петель двух подрезов, у меня получится 260. Теперь я начинаю отсоединять рукава. Один рукав я уже отсоединила и набрала подрез. Сейчас я буду делать то же самое со вторым рукавом. Петлю реглана я прибавляю к телу свитера. Я думаю, там он такой большой роли не сыграет, не увеличит больше размер, но почему-то мне так захотелось. Оставляю подлиннее кончик, потому что мне потом пригодится. Беру крючок и начинаю закрывать петли рукава. Я всегда их закрываю крючком для того, чтобы они не растягивались в процессе вязания. Если я наберу их просто на ниточку или на отдельную спицу, они у меня будут болтаться, постоянно играть туда-сюда и будут растягиваться. И потом будут некрасиво выглядеть уже в вязании. Вот таким образом крючком я так быстро сказала и так некрасиво сделала. Закрываю петли. Все петли провязываю крючком. Потом я просто распущу эту ниточку и соберу петли на спицу. Нитку я беру бросовую, маленькие клубочки, я думаю, есть у всех, и можно это сделать. Доведу сейчас все это до конца, и потом к вам закрыла я петли рукава, порвала нить, и теперь начинаю набирать при помощи вспомогательной нити, которую я оставила по длине кончик, петли с открытым набором. Мне надо набрать 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я набираю поплотнее петли, чтобы потом они не болтались. Так, теперь я связываю 2 кончика нити вспомогательной, чтобы не болтались. Так, свяжу их и лишнее обрежу. И начинаю вязать дальше. Это у меня спинка. Стараюсь первую петлю провязать потуже, чтобы потом не было там большой дырочки. И теперь я буду вязать по кругу тело свитера. Встретимся на следующем этапе. Провязала я 60 сантиметров в длину свитер. Потом перешла на спицы более тонкие, теми, которыми я начинала вязание горловинки. И провязала 7 сантиметров резинки 2 на 2.
Затем закрыла иглой петли. Как я это делала, я покажу на примере рукава. И теперь я начну набирать петли по рукавам. Вязать я буду при помощи Magic Loop, то есть 2 рукава одновременно. Сейчас я вам это покажу. Так как я петли закрывала крючком, теперь я начну распускать эти петельки и поднимать на тонкую спицу каждую петлю, опять-таки для того, чтобы не растягивать петли, а вязать я буду основными спицами. Вот таким образом распускаю и поднимаю. Так, подниму петли по рукаву, дойду до подрезов, потом покажу, что я делаю дальше. Собрала я петли по рукаву, теперь начинаю собирать по подрезу. На подрезе у меня 12 петель. Я подхватываю с одной спицей, вернее одной стороной спицы 6 петель. Так, вот так, наверное, будет проще. 6 петель. Три, 4. Тут у меня 6 петель, и теперь мне с другой стороны надо точно так же подрез разделить на 2 части, то есть поднять тут же тоже 6 петель. Таким же образом. 1, 2, 3. Теперь я убираю ниточку. И можно просто обрезать, чтобы проще было выпутать ее. Я ее срежу, уберу и покажу, что я буду делать дальше. Один рукав у меня уже полностью на спицах. Беру левую спицу и то же самое проделываю на втором рукаве. Поднимаю петли по рукаву, дойду до подреза. Тоже покажу, что в этом случае на подрезе буду делать. И буду вязать дальше руку. Набраны у меня все петли уже на спице. Беру петли основного размера и начинаю вязать. Сейчас я провяжу половину петель подреза, то есть 6 петель, которые у меня с левой стороны. И потом к вам вернусь. Напоминаю, что провязывать петли я уже буду основными спицами, вернее спицами основного размера. Провязала я спицами основного размера 6 петель подреза. Теперь, если пойду сразу вязать рукав, у меня получится тут огроменная дырка. Значит, я вот из следующего ряда, вот ряд петель, из следующего ряда снизу поднимаю петлю, надеваю на спицу и провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо. Все, дырки у меня здесь уже не будет. И дальше я уже вяжу рукав обычно лицевой гладью до следующего подреза. Первый ряд одного рукава я уже провязала. Теперь беру правый конец спицы и перехожу на вязание второго рукава. Уже от другого мотка присоединяю ниточку. Вот у меня подрез разделен на 2 части. Я присоединяю нитку, провязываю первую половину подреза 6 петель,
6. Здесь у меня уже поднята петля для того, чтобы скрыть дырку. Провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо и вяжу аналогично рукав. Довязываю опять-таки до середины подреза. Круг замкнут. И теперь я буду поочередно вязать то один, то второй рукав. При этом я буду сейчас убавлять петли подреза. Сейчас я покажу, как это буду делать. Перехожу на первый рукав. Он у меня правый. Провязываю. Ну, эта ниточка потом закрепится. Это 5 петель подреза. 3, 4, 5. Провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо. Дальше вяжу рукав до противоположной стороны. Довязала до противоположной стороны рукава. Вот у меня 6 петель подреза. Вот последняя петля рукава. Одну петлю снимаю, вторую провязываю и протягиваю через первую. Получается убавление петель с наклоном влево. Довязываю петли что-то у меня тут не то получилось. Довязываю петли подреза и перехожу на вязание второго рукава. Итак, по кругу проделываю то же самое, начинаю убавлять уже петли подреза до тех пор, пока полностью их не убавлю. Потом я буду делать убавки на рукаве в каждом 8 ряду. Как определить, в каком ряду делать убавки? Ну, мы вязали образец и знаем, сколько рядов в сантиметре. Высчитываем, какой длины у нас должен быть рукав до манжета. И, естественно, потом определяем, через сколько сантиметров у нас должна быть убавка. У меня получилось в каждом 8 ряду. Дальше я вяжу уже сама. Надеюсь, вы все поняли. Показывать вам, как вязать убавки, я думаю, не надо. Провязала я рукава на нужную мне длину. Попутно делала убавки с внутренней стороны рукава в каждом 8 ряду. Затем я сменила спицы с 3,25 на 2,75 и провязала 7 сантиметров резинка 2 на 2. Теперь мне надо закрыть петли иглой. Но так как я не знаю способа, как закрывать петли иглой резинку 2 на 2, и, собственно говоря, и не хочу знать, потому что я обычно перехожу на резинку 1 на 1, провязываю 4 ряда пола резинки, тогда край держится, не растягивается, а уж потом закрываю резинку иглой. Сейчас я вам покажу, как я перехожу на резинку 1 на 1 из резинки 2 на 2. Итак, здесь у меня сразу же на этом рукаве 2 лицевые петли. Одну лицевую я провязываю, вторую петлю сзади, вернее, подхватываю, сбрасываю лицевую и надеваю их опять назад. Провязываю изнаночную, лицевую, изнаночную,
лицевую. Так, у меня уже получается 1 на 1 резинка. Дальше снова подхватываю изнаночную петлю за заднюю стенку, сбрасываю лицевую, возвращаю ее на спицу и возвращаю на спицу изнаночную петлю. Провязываю изнаночную, затем лицевую, еще одну изнаночную, лицевую. И опять у меня стоит вопрос. У меня тут уже опять лицевая. Она мне здесь не нужна. Здесь должна быть изнаночная. За заднюю стенку подхватываю изнаночную петлю, сбрасываю лицевую, возвращаю ее на спицу, надеваю на спицу изнаночную петлю и провязываю. И так я убавляю, вернее, меняю местами все петли на резинках рукава. Сначала на одном, а потом на другом. И уже после того, как я все петли поменяю на резинку 1 на 1, провяжу 4 ряда полой резинки. Я думаю, все знают, что это такое. И после этого закрою петли иглой. Я этого тоже показывать не буду. У меня есть видео специально вынесено за пределы проектов, чтобы можно было посмотреть, кто не знает, как это делается. Я вам оставлю под видео ссылку на это видео, там, где я закрываю иголкой петли. И кто не знает, как это делается, можете посмотреть. Ну что, буду я заканчивать рукава, потом вернусь к вам. Ну вот и все, закончила я свой свитер, закрыла петли рукава иглой. Осталось провести ВТО, и я его явлю во всей красе на манекене. На этом я буду заканчивать. Если вам было интересно, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. На этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.